Привет, дорогие друзья! Сегодня делаю горячие бутерброды в духовке, как делали наши мамы, бабушки еще при Советском Союзе, когда не было микроволновок. В общем, делали все в духовке. На столе все, что понадобится для приготовления. Приготовление очень несложное. Это у меня хлеб, причем двухдневной давности. Хлеб собственного приготовления. Ссылку на него вы увидите на экране. Хлеб надо порезать на кусочки удобные. Это может быть, в принципе, и батон из магазина, но у меня собственный хлеб. Надо порезать на удобные кусочки, чтобы бутерброд и хорошо смотрелся, и удобно его было кушать. Хлеб порезанный я разложила на противень, застеленный пергаментом. А сейчас мы вот на такой терочке, на небольшой, трем отварные яйца и сыр. Сыр твердый, он у меня называется топленое молоко. Вы можете голландский или любой другой сыр выбрать. И все это трем в одну миску на мелкой терке. Итак, дорогие друзья, яйцо, сыр, все у нас на терочке мелкой потерто. Теперь я добавляю сушеный чеснок. Вы можете добавить пару зубчиков обычного чеснока. Тут у меня получается чайная ложечка чеснока. И теперь добавляем майонез. Майонеза надо немного, чтобы масса как бы такая была крепкая, чтобы ее удобно было распределить на хлеб. Все тщательно перемешиваем. Вот такая густая достаточно масса получилась, чтобы ее удобно было мазать на хлеб. Приблизительно 2 столовые ложки без горки майонеза. И теперь вот таким образом накладываем на хлеб. В это время у меня разогревается духовка до 200 градусов. Вот такие будущие горячие бутерброды с намазочкой. Духовка уже почти разогрелась. Сейчас я поставлю в духовку на 200 градусов 10 минут. А зелень это для украшения. Укроп и петрушка. Вы можете взять небольшой пучочек на свой вкус. То, что осталось, вот у меня сыр плюс яйцо для намазки горячих бутербродов, можно закрыть, положить в судочек, закрыть крышечкой и поставить в морозильник до следующего раза. Горячие бутерброды стоят у меня на средней полочке. Верх-низ конвекция, 200 градусов и 10 минут выпечки. Наблюдайте за своей техникой. Понятно, что верхняя часть не должна растечься, а должна аккуратно так и быть намазанной, но только немножко подпечься. Прошло ровно 10 минут. Вот такие вот у меня получились горячие бутерброды. Сейчас выложу их на блюдо и сверху посыплю зеленью. Бутерброды готовы. Для всей семьи замечательный завтрак. Вот так вот они выглядят. Все это горяченькое, вкусное. Соль, перец в намазку добавляйте по своему вкусу. Все это замечательно выглядит. Вот такое вот мягкое. Все сжимаю и показываю. Все хрустит. И в то же время мягкое. А на этом, пожалуй, все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.